Блин, сейчас посмотрим, что тут такое. Немножко сразу из-за кулисья, из вип-зоны. Вон там Ольга жжет вообще на полном. И такой антураж. Самые нормальные ценники на Виндзор в художественной академии. 2070 report documented thousands of visitors participating in youth education programs, types schools, outbound research and volunteering activities. The park embraced nature and sky. Здесь намного выше подъем. Место крайне атмосферное. Там, где въезд с Нарвы на границе. Там очень клевое решение. Вот это вот. Это обрез бывшего храма, который существовал на этой площади. Это пространство немножко про стресс от Нади Керимовой. Она крутая, очень крутая. Has a special dimension swing. Your core park is a linear space of AA. Крутой зал академии. Не хвостиконьки. То есть, когда вы проектируете, и вот это тоже закладываете, в тех зонах, где мы оставляем зоны экологического покоя, так называемого, где нет никакого обслуживания, мы тоже закладываем прямо вот в проект, что в этих зонах свет включается только при прохождении людей для обеспечения безопасности на очень короткий момент и пригашенная мощность. Ну, как-то так звучит. Вот. Поэтому с 12 часов, по-моему, до 5 утра, в зависимости от сезона, нельзя включать свет в натуральных зонах, иначе растения, они просто сходят с ума. Они не понимают, куда им расти, потому что они воспринимают этот цвет, это все равно лучи. Ольга, спасибо. Спасибо. Ёжики, да, как Ольга отожгла. Как тут круто, всем чао-чао. Немного Академии художеств. И там вот неплохой магаз по художественным материалам. Я прям заценил ценники. И туда я не пойду, а пойду вот сюда. Только не на выставку, а на эту штуку, да. Кстати, в Академии художеств кто-то скетчит. Продается также перо «Звездочка». Кто интересовался, вот оно, 45 рублей. Короче, цены прямо гуманные. И немножко антуража отсюда. Как я это все люблю. Как я это все люблю. Круть. Ой, блин. Ну, там проходит все. И голубой зал — это вторая секция спикеров с такими крутыми чуваками. Слушайте, я должен сделать сторис. Я тут в Академии художеств. И мне принесли такую штуку. Вот
вот такую штуку. Каталог с международного ландшафтного форума, который проводила «Зеленая стрела». Это прям такая толстая книга, прям такая солидная книга. И в ней есть ого-го что. Если мы идем сюда, идем, оба-на. Что мы видим? Это моя статья по скетчингу. Скетчинг — рецепт гениальности. Но этому есть обоснование. Название статьи придумал не я, но я могу это обосновать. И если вы смотрите мои сторис, то, в принципе, вам обоснования на это, может быть, хватает. И тут мои скетчи, и на самом деле, может быть, более интересен текст этой статьи. Я его, наверное, не смогу прочитать в сторис, но если вам интересно, то я обязательно выложу постранично всю эту историю. И вот мне дико приятно, что я в таком прям хорошего уровня мероприятии поучаствовал статьей. Вот такая история. Тут моя графика. Если вы следите за мной, то вы все эти работы видели. И видели, наверное, как они создаются. Все перо и тушь. Все вот эта вот история. Благородная, графичная, историчная. В традиции, стиле и вкусе. Вот что я люблю. Вот за что бьюсь. Вот что делаю. Вот что есть моя история большая. Это проектная графика и творческие какие-то работы. Но я учу, преподаю большей частью про проектную графику. И вот что я думаю обо всем этом. Я думаю, это прекрасно. Это прекрасно то, что такие вещи, понимание скетчинга как продукта, вернее, как элемента необходимости деятельности архитектора, ландшафтного архитектора, приходит уже в большую историю. И сейчас тут проходит форум по ландшафтной архитектуре. Вот тут проходит форум по ландшафтной архитектуре, про город, как озеленять, много иностранных спикеров. И приехали спикеры из нашей студии. Оля Москвина выступает тут. Выступала вчера на форуме, а сегодня большей частью просто слушаем. И очень много друзей, и очень много интересных штук. Я первый раз увидел в этом сборнике мою статью. Круто. Всем чё. Я немножко пролистнул вот этот форум, вернее этот каталог, чтобы было понимание, что это такое происходит. Там Словения, Хакасия, Иссык-Куль. Это какие-то большие европейские парки. Коста-Рика, Прованс. И оцените уровень качества иллюстраций и их подбор. Мне кажется, все это очень-очень-очень круто. Ландшафтный туризм, Швейцария, по-моему, англичане какие-то, инфографика, Гамбург. Это все были спикеры, как я понимаю, на этом форуме. Вычислительные штуки, там, видимо, BIM, еще что-то. Наши спикеры, в смысле русские. Биоводоемы, технологии. Очень большая, умная история. Короче, мне все это очень нравится. И прям огонь. И вон там, я же в самом начале каталога. Да обалдеть. Круто. Передо мной немножко, чуть-чуть Япония и чуть-чуть еще что-то. Круто. А вот Дмитрий Баранов, который организовал всю эту историю, ему респекты. Прям. Это прям круто. Это прям, блин, круто. Про Нефёдова. Я рекомендую эту книгу, можно ее приобрести на кафедре дизайна архитектурной среды с публикацией. Обращайтесь. Я ставлю сейчас телефон. Пожалуйста, если что, пишите по WhatsApp, также нас
такая история, как можно пройти в столовую в Академии художеств. Ну не офигеть ли, какой путь. Я балдею от узости этого коридора, который говорит с голым мужиком. И туда. Там внутренний дворик, никого нету. И, видимо, там где-то эта столовка есть. Мне про итальянские улочки. И сейчас мы заценим, какая в Академии художеств столовка. Кажется, я понял, куда нужно идти. Сейчас тут говорят, да, это барельеф. Какая-то вот такая история, очень много народу и большие арочные окна. Все, как я люблю. И высокие девушки. Клевая тема. Ну, туда я не пойду, но тут я вижу наброски на скульптуре. Да блин, я офигеть люблю это пространство. Шо ж я сюда не поступил-то? Потому что, наверное, не поступал, да? Слушайте, пройдусь немного по этим крутым круговым лестницам Академии. О, как это все эпично. Это был отдел натуры. Интересно. И туда, но тут ремонт. Объявление на китайском. Даже холодный вход в Академию дичайше прекрасен. Таки да. И Нева. Мило, посмотрите, что пишет Геляна. Она пишет то, что я слышал от Габриэля. Архитектура должна приходить в пейзаж, пейзаж должен приходить в архитектуру. И также записывает то, что она должна быть счастлива. Вот это и есть основное проектирование, да. И закончился этот прям большой ландшафтный форум. Это было весело, интересно. И прям заводит. Дали такую бумажку. Что я с ней буду делать, я не знаю. Я еще не видел такого. Это мой кофе. Ты из воронки.